Друзья, всем привет! Многие не верили, но это случилось. HyperOS 3 сегодня была представлена и, скажем так, в очень необычный способ. Ведь обычно компания Xiaomi выпускает HyperOS где-то так в октябре-ноябре, но сегодня они решили отойти от этой традиции. Что интересного в этой оболочке поменяется, вообще в принципе ради чего стоит обновляться, и мое личное мнение вы узнаете в этом видео. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Сама же презентация была именно отдельной от каких-либо там ивентов. Что имеется в виду? Обычно компания Xiaomi не проводит отдельную презентацию для HyperOS. Обычно это происходит, когда показывают условно какую-нибудь флагманскую линейку, там Xiaomi 15, Xiaomi 14. А сегодня они решили нам выкатить часовую почти презентацию, в которой рассказывали обо всем да в общем. Но все же есть что выделить, да и вообще в принципе я ожидал куда более чего-то поинтереснее, нежели нам сегодня показали. Основная же часть презентации была посвящена тому, что улучшение оптимизации, анимаций, улучшение там всевозможных персонализаций, редактирований там фотографий и прочего, добавлению так называемого динамического острова, как это реализовано в iOS, улучшенная кроссплатформенность, ну и прочее. Получается, компания Xiaomi, они очень так любят нас с вами кормить завтраками в плане улучшения анимации. И эти завтраки продолжаются еще, наверное, со времен MIUI 11 или же MIUI 12. Сегодня же компания решила показать наглядно, как они вообще видят себе этот процесс. Условно говоря, было там взято там 3 аппарата, какие-то были оболочки, ну и понятное дело HyperOS 3 там было показано, и проводили тесты. Что из этих тестов мне лично удалось понять, что будет улучшена отклик и в принципе улучшена анимация после там допустим 10 открытий какого-то приложения по сравнению с другими оболочками, ну и в принципе по сравнению с другими системами. Да, как бы это все красиво на словах и все красиво в лабораторных условиях. Но что же будет по факту? А по факту будет следующее, что даже если все то, что было показано сегодня на презентации, дойдет до смартфонов Xiaomi, это будет реализовано лишь только на флагманах. На флагманах это имеется в виду там новые линейки флагманские, там Xiaomi 15, Xiaomi 16, а условно, допустим, на каком-нибудь Poco C75 такого не будет. Ну, в принципе, это и понятно. Но опять же, по циферкам там, конечно, все хорошо, и как бы улучшен отклик самой анимации по сравнению с прошлыми оболочками, ну и тому подобное. Конечно же, разработчики не забыли упомянуть и производительность, ведь многие также жалуются на то, что оболочка очень плохо отрабатывает себя с игрушками, что падает FPS, что есть задержки и прочее. И также в лабораторных условиях на стенде были проведены тесты, которые показали, что все же под нагрузкой FPS возрастает, тротлинг убавляется, ну и в принципе там еще и нагрев убавляется. Опять же, как я уже сказал, это все красиво на бумаге и в таких промо-роликах. Что же будет в реальности, это мы уже узнаем совсем скоро. Также, что было интересно, разработчики показывали работу анимации на примере HyperOS 2. И там возникли какие-то проблемы в плане отображения, что они открывали, получается, ленту виджетов, потом на HyperOS почему-то выкидывало на рабочий стол, они опять открывали ленту виджетов, ну, в общем, получился такой небольшой сумбур. Но опять же, из того, что они смогли воспроизвести на экране в плане анимации из HyperOS 3, ну, выглядит, конечно, куда интересно. Дальше мы с вами переходим к разделу персонализации. А тут, конечно, разработчики, ну, с одной стороны, порадовали, в частности, добавлением динамического островка. Об этом ходило очень много слухов, кто-то мог написать там в своих телеграм-каналах, что это все фейки, что это шляпа, что это какой-то скам, что этому не стоит доверять, но вот первые такие упоминания об этом динамическом островке появились еще где-то в апреле-в мае. Но тогда, как вы понимаете, к этой информации относились скептически. Почему компания Xiaomi решила это реализовать? Ну, во-первых, это хайпово, это трендово, ну, по их мнению. Соответственно, они это реализовали не для всех приложений. То есть, если вы думаете, что там какой-нибудь условно Telegram, WhatsApp или еще какая-то ваша приложуха будет работать с таким островком и вам выдавать информацию, я вас хочу сразу расстроить. Так это работать не будет.
На сегодняшний день компания сказала, что все это добро в плане динамического островка будет работать с китайскими приложениями. Там они выводили даже список, по-моему, 22 приложения, которые как раз именно и будут иметь эту полноценную поддержку. Ну, соответственно, это там какие-нибудь китайские карты, это музыка, это звонилка, ну, именно когда нам кто-то звонит, нам этот весь динамический такой островок будет всплывать. Это, соответственно, там сервисы такси, которые есть в Китае, ну и прочее. И, по-моему, еще часы. Ну и вообще, в принципе, там этих приложух куда больше, чем я вам только что перечислил. Но в целом сама задумка, ну, как бы-то да, интересно, как бы-то почему бы и нет, но, как по мне, это немного запоздало. Потому что, когда динамический островок выходил, это еще, как вы знаете, было там еще в бородатые времена, назовем это так, то нужно компании было на хайпе и на тренде тогда это ловить. Сейчас же они это решили просто так, чтобы завлечь аудиторию, показать, что вот, посмотрите, динамический островок мы реализуем. Опять же, если его функционал будет действительно для пользователя полезным, если этим функционалом мы сможем пользоваться, то я только за такие штуки. Но опять же, пока не попробуем саму прошивку, мы не узнаем, что же они там наделали и как вообще она будет работать. Также, что еще по персонализации, разработчики улучшают возможности для экраноблокировки. Соответственно, больше возможностей в плане у нас создания таких киношных обоев и в принципе динамических обоев. Получается, если раньше мы были ограничены всем тем, что разработчики нам давали по умолчанию, сейчас, судя из того, что я лично понял, и опять же вы меня можете поправить в комментариях, мы сможем создавать и свои такие обои. И даже несмотря на то, что там будет предустановлено. Судя также из того, что показали на презентации, поменяется в принципе меню редактирования и улучшения всех этих обоев, там и добавление новых там шрифтов, изменение шрифтов самих часов и прочего. То есть да, это выглядит очень интересно. Но опять же, как будет на практике, поживем и увидим. О чем также еще многие не верили и писали, что это фейки, это у нас редизайн иконок на рабочем столе. И вот сейчас вы можете это увидеть. Ну и как вы понимаете, тут у нас идет такая некая отсылка на iOS, особенно по ярлыку настроек. Опять же, от этого система у нас не станет работать куда лучше. Также плюс у нас еще и меняют строку состояния по именно визуальной составляющей. И также она куда будет более схожа с iOS. Многие написали также в комментариях, и когда вот мы у себя в телеграм-канале опубликовали информацию, получается о новой строке состояния, что это фейк, что это какая-то тема, что таких тем миллиард на просторах интернета. Но, как вы видите, компания Xiaomi на полных и уверенных щах нам рассказывает о том, что это будет добавлено в HyperOS 3. Особый еще акцент разработчики сделали на стоковых приложениях, ну и в частности это приложение Галерея. Оно, получается, у нас будет теперь иметь формат того, что также есть в iOS. И заметьте, я сегодня в видео очень часто упоминаю слово iOS, потому что, ну, опять же, ни для кого не секрет, что разработчики вдохновляются именно этой системой. Так вот, что у нас с галереей? Галерея теперь будет куда умнее сортировать фотографии, то есть она будет распознавать лица, она будет именно добавлять эти лица в те альбомы, ну или же подписывать там имена, и это кидать в отдельные папки, чтобы условно мы могли зайти, нажать на эту папку и перейти к списку фотографий с этим там человеком, с этим лицом и прочим. Также, как было указано на презентации, что подтянули и поиск по фотографиям, то есть искусственный интеллект, который у нас, как вы понимаете, встроен в саму оболочку, будет сканировать фотографии, по любому запросу будет вам находить похожее из вашей галереи. В целом об этом они обещали и рассказывали еще в HyperOS 2, что оно будет добавлено, но на сегодняшний день оно работает кривовато. Что же будет в HyperOS 3, опять же, нужно качать, ставить, смотреть и вообще иметь полное представление о том, как оно будет функционировать. Отдельно еще также разработчики остановились и на кроссплатформенности. И как вы понимаете, раз разработчики любят вдохновляться продукцией Apple, то и соответственно они смогли добавить эту самую кроссплатформенность. Что оно имеется в виду? Вы можете условно транслировать свой экран смартфона на Mac. Да, это с одной стороны удобно, но, допустим, не каждый владелец смартфона и там ноутбука имеет в своем арсенале Xiaomi или Mac или же наоборот. Но вообще, в принципе, сама затея интересна, если оно будет реализовано без там всяких задержек, без всяких там проблем, глюков и прочего, то это очень такой хороший шаг вперед в плане, ну, симбиоза между такими большими системами и компаниями.
И напоследок разработчики также еще вспомнили о своем искусственном интеллекте, который весьма также очень интересен в своем роде, но опять же для Китая, и который разработчики прокачали. Получается, его улучшили в плане распознавания текста, улучшили в плане распознавания фотографий, то есть если вы выбираете какую-нибудь там фотографию, что-то дофотошопить, сам искусственный интеллект вам в этом поможет куда лучше, чем это было до этого. Плюс поможет искусственный интеллект условно там в плане и различных переводов текста, то есть если вы не знаете китайский, вам куда более точно будет выполняться перевод. Ну или же если китаец не знает английского, то этот искусственный интеллект ему также без всяких проблем поможет с переводом. Одним словом, большая часть фишек, как вы понимаете, будет для китайского рынка. И до глобалки это все добро может даже и не дойти. А когда же будет глобальная презентация, ну опять же, оно может произойти хоть завтра, учитывая то вообще, в какой спешке компания Xiaomi всю эту презентацию нам выкатывала. Ну и теперь напоследок хочу вам показать также и список смартфонов и планшетов, которые получат обновление. Получается, в этот раз у нас будет доступна HyperOS 3 Beta, с завтрашнего дня, понятное дело, на Xiaomi 15 и на Redmi K80 планшеты. 17 сентября прошивка будет доступна на другие устройства, и, кстати говоря, так понимаю, и на телевизоры тоже. И 30 сентября бетка полетит на все оставшиеся смартфоны. И то есть тут вы теперь можете понимать, какие смартфоны вообще в принципе на глобальном рынке могут получить HyperOS 3. На глобалке это может еще 300 раз переиграться, как вы понимаете, но хотя бы общее представление мы с вами уже имеем. Ну и что же, теперь пора подвести итог всей этой презентации. Сказать, что я доволен? Нет, потому что, как по мне, HyperOS 3 это продолжение еще HyperOS 1. То есть, если бы было что-то более кардинальное, что-то интересное и вообще, в принципе, какое-то перевоплощение оболочки HyperOS, то тогда да, я бы сказал бы, что я этим доволен, это круто. На сегодняшний день прикручивание разных свистоперделок это не является большим переходом на новую версию оболочки, в нашем случае HyperOS. Если же вы находитесь в Китае, то для вас однозначно да, там все возможные фишки будут присутствовать, вы этим будете пользоваться и замечательно. Но если вы, допустим, там в европейском регионе поставите себе китайскую прошивку, да, вы сможете ею пользоваться, но вы будете ограничены по ряду там возможностей. И потому мы с вами дожидаемся глобальную прошивку, в которой, возможно, будет что-то урезано. И даже не то чтобы что-то, ну а большая какая-то часть. Если хотя бы в глобалку перенесут тот же самый островок, это будет замечательно, и на этом компании скажем спасибо. Но от вас в комментариях жду ваше мнение насчет этой презентации, насчет HyperOS и вообще в принципе, как вы думаете, куда компания Xiaomi заведет себя с такими обновлениями. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.